Всем привет, меня зовут Артем, вы находитесь на канале Hypology, и у меня появилась идея рассказывать о популярных людях, рассказывать о том, как они пришли к такой успешной жизни и как они сейчас живут. Обязательно поставьте лайк, если проявите активность, то я пойму, что стоит продолжать данную рубрику. Такая идея пришла после того, как мой ролик про Ивангая зашел прям на ура. А сегодня будет ролик с биографией Ланы Роудс. К сожалению, на ютубе жесткие правила, и я не буду называть те слова, которые могут заблокировать ролик или забрать монетизацию. Если вы каким-то образом не знаете, кто это, то загуглите, посмотрите пару роликов с ней, отдохните и возвращайтесь к просмотру. На русском языке практически нет нормальной информации о жизни актрисы. Все говорят одно и то же с Википедии, так что пришлось посмотреть ее зарубежные видео, влоги, интервью, дабы рассказать то, о чем вы даже не догадывались. Но давайте по порядку. Все привыкли называть ее Ланой Роудс, но это лишь псевдоним. Ее настоящее имя Амара Мейпл, родом она из штата Иллинойс. А родилась она в 1996 году в деревне. Ее рост 160 сантиметров, так что, встретив ее в жизни, вы бы удивились, какая она миниатюрная. Она училась в обычной школе, была черлидершей, но уже в 16 лет задумалась сниматься в фильмах для взрослых. Но проблема была в том, что ее родители очень религиозны, и до сих пор многие порталы пишут, что якобы они не знают о том, чем она занималась. Я в это не верю, такое просто-напросто невозможно было не заметить. Не особо популярных вебкамщиц постоянно скамят и рассылают видео родственникам, а тут самая популярная актриса в мире спокойно скрывает эту информацию от родителей? Смешно. В 16 лет она не только задумалась о том, что желает сниматься в 18+ фильмах, но и попала в тюрьму. Вот это поворот! Да, она об этом подробно рассказала совсем недавно. Когда ей было 16 лет, она встречалась с парнем, который состоял в местной банде. Они грабили дома, при этом Лана Роудс им помогала. Так как она была единственной девушкой в компании, так еще и маленькая, она спокойно пробиралась через окно в дом и открывала дверь своим друзьям. В итоге их поймали, участников банды надолго отправили в места не столь отдаленные, а вот Лана Роудс отсидела 1 год. Причем она не была пацанка, она даже ничего не брала из дома и не получала за это деньги. Это плюс хорошее поведение ей помогло выйти в 17 лет, хотя ей изначально давали 5 лет тюрьмы, и она бы вышла на свободу только в 21 год. Сама Лана комментирует это так, что была глупой, связалась с плохой компанией и не понимала, что творила. Но также в сети есть информация, что она в 16 лет сидела на тяжелых наркотиках. Когда она попала в женскую тюрьму, она сразу же думала о том, что ей не нравится близость с женщинами, и она готова встречаться только с парнями. Но думала она так недолго, из-за того, что там почти каждая становится би, игнорировать это было невозможно. Лана говорит, что когда регулярно за этим наблюдала, ей начало казаться, что это нормально, и она тоже решила попробовать. Так и затянула, при этом она не вышла из тюрьмы лесбиянкой. Уже 18 лет она вышла замуж за парня, который был старше ее на 9 лет. И были они в браке 5 лет. Неожиданно, да? Но сначала, выйдя из тюрьмы, она переехала поближе к Чикаго и начала работать официанткой в ресторане, но это не приносило ей нужных денег, и она решила стать стриптизершей. Также она училась в колледже, но доучиться не смогла, так как работа для нее была на первом месте. Но всем этим делом она занималась недолго, ведь в 18 она переехала в Лос-Анджелес, вышла замуж за Джона и дебютировала в фильмах для взрослых. Но до 21 года о ней мало кто знал, ей понадобилось 3 года, чтобы раскачать себя в этой сфере. На дворе у нас получается 2017 год, и она становится популярной благодаря сотрудничеству с Playboy и получает первые серьезные награды от различных премий. Но вообще ей было тяжело стартануть в 18+ индустрии из-за того, что она не могла нормально заниматься этим делом. Не знаю, как это объяснить так, чтобы YouTube не докопался. В общем, привычное место ей заходило с болью из-за какого-то нестандартного строения органов, и еще до взрослых фильмов старалась заниматься любовью, используя другое отверстие. Пусть будет так. Интересно еще то, что до всего хайпа еще в 2016 она уходила из индустрии и не планировала возвращаться. В итоге через 3 месяца передумала, и тут понеслось. В 2018 она уже публично заявляет о том, что бросает карьеру актрисы, но этот момент очень странный. Я пересмотрел десятки ресурсов, и кто-то пишет, что ушла она только в 2019, кто-то пишет, что покинула индустрию в 2020, но это не столь важно. Важно то, что в начале 2020
она встречает блогера Майкла, и благодаря ему она теперь с уверенностью заявляет, что точно бросает эту индустрию. Они много говорили об этом, и Майкл ей объяснял, что она очень популярна и уже можно зарабатывать абсолютно другим способом миллионы долларов. И в этот момент актриса открылась блогеру, заявив, что для нее это были очень плохие времена. Она хочет забыть о карьере как о страшном сне, и она сожалела о съемках в фильмах для взрослых. По сути, благодаря парню она уже окончательно ушла из этого бизнеса. Эти ребята сняли огромное количество совместных влогов. У них было все отлично, но в октябре 2020-го Майкл заявил, что они расстаются. Она хотела попытаться сделать наши отношения такими, какими хотела она, что означало купить дом и жить вместе. И, конечно, эти вещи очень важны для нее. Но для меня нет. Проблема в том, что Лана хотела спокойную семейную жизнь, хотела ребенка, хотела больше проводить времени вместе и вообще создать крепкую семью. Но блогер был к этому не готов, и активный образ жизни плюс карьера его интересовало больше. Они после расставания сняли еще немало видео и даже дружат до сих пор, но не все так просто. В 2021 Лана забеременела, а в январе 2022 родила мальчика по имени Майло. Кто отец, она не говорит и предлагает сама выбрать комментаторов из 3 вариантов. Залетела от левого мужика, отец-блогер Майкл или искусственное оплодотворение. А вы что думаете? Пишите. Я ставлю все-таки на то, что она решила пойти путем искусственного оплодотворения. Будь отцом Майкла, они бы точно так не общались и давно бы их заметили вместе с ребенком. Че насчет отца ребенка? Тебя? Это не я, че А гонишь? по поводу быстрых отношений тоже не особо уверен. Ну да ладно, идем дальше. Когда она была беременна, времени она зря не теряла. Она купила дом в Чикаго за 1,3 миллиона долларов. А после родов и вовсе запустила NFT коллекцию и заработала на этом огромное количество денег. Сейчас она двигается в этом направлении, а также хочет свести популярную тату с попы. Ведь она теперь мамочка и не хочет ассоциировать себя с тем, что сделало ее популярной. Да, удалить то сердечко. Да какого хрена? У мам не бывает татуировок. Да ты не можешь ее просто так удалить. Это одно и то же, что и Джордан скажет: мне не нужен номер 23, уберите его. Никто и никогда больше не увидит моей задницы. Скорее всего, это прикол. Я до сих пор уверен в том, что она вернется еще сняться в нескольких фильмах, когда ей предложат миллионы долларов. Естественно, на потоке она уже этого делать не будет, но раз в пару лет, почему бы и нет. К слову, за всю карьеру она снялась больше, чем в 300 фильмах, и там были как обычные постельные сцены, так и жесткие групповые фильмы. Бэкграунд у нее прям мощный, это она во влогах такая скромная и миловидная. А будешь следить за моим тамагочи? Если он сдохнет в твою смену, ответишь головой. На сайте, который заканчивается на Hub, она с 2019 года и по сей день является самой популярной актрисой. Еще раз, на самом популярном сайте в мире популярнее Ланы никого нет. Это прям очень серьезный результат, я уж молчу о других ее наградах. Она несколько раз побеждала на AVN Award, а это не просто премия, это Оскар только для фильмов 18+. Были еще премии, но не думаю, что вам это интересно. А вот точно будет интересно узнать, что на AVN премии она выиграла в номинации «Лучшая», переверните ее псевдоним наоборот, сцена вместе с Маркусом Дюпри. И вы сейчас, наверное, думаете, ну и что? Так вот, Маркус Дюпри — это русский актер Алексей Юрьевич Маятный. Да-да, пока огромное количество русских мужиков на нее смотрит, одному она все-таки досталась. Причем это был не одноразовый опыт. С русским парнем она сняла огромное количество фильмов, и это, конечно, прикольный факт. Если хотите проверить свои знания в этой сфере, обязательно пройдите мой тест, который я публиковал на канале. Скажу сразу, только 1 из 100 сможет ответить на все вопросы. Мне кажется, чтобы все знать, нужно, наверное, каждый день смотреть такие фильмы и гуглить инфу по каждому герою. В общем, попробуйте и напишите в комментариях, на сколько вопросов ответили. Ссылка в описании. Еще немного интересных фактов и можно заканчивать. В 2017 на одной из премий она подралась с популярной актрисой Адрианой Чечик. А все из-за того, что Чечик получила награду, которую так хотела получить Лана, и нашей главной героине это не понравилось, и она набросилась на Адриану. Также Лана вела подкаст на ютубе, и вообще у нее неплохо шли дела, но она перестала выпускать контент и ушла немного в другой бизнес. Но я уверен, что скоро она вернется на YouTube. Возможно, когда я записываю этот ролик, она уже камбэкнулась. Видимо, сейчас она просто занимается тем, что ей больше приносит денег, и это правильно. Детка, можно кое-что спросить? Что? А чё с тачкой? А мне они не нравятся. Совсем. Зачем тогда брала? Я не знала, что тебя отстой. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите в комментариях, с кем сделать следующий ролик, и подпишитесь на канал, дабы не пропустить новый контент. А если поставите лайк, то вообще красавчиками будете. С вами был Артем, канал Hypology. Пока.
Пока. Мне кажется, я знаю, что после этого ролика будут делать подписчики. Изучать фильмографию.